тонируем фон для... Разбил не было, как вы говорите. Короче, несколько плюсов в этом. Первое, вы не разбелите на этом фоне, то есть любой мазок уже будет казаться, вас пугать не будет своей темнотой. Потом даст смазочку легкую, тут, поскольку тут масла немного, кисти будет легче писать, экономия, кисть не так будет изнашиваться. А потом, самое главное, сгармонирует всю работу. Плюс вот этот фон, он активный, он будет смешиваться с краской, он не просто по коричневому, как есть коричневая имприматура, она активная, она будет смешиваться. Плюс кое-где по незакрашенным местам, а таких мест много, когда кисть не все закрашивает, уже белый холст не будет резать глаз. Можно будет, так сказать, этим можно даже нарочито пользоваться, если какой-нибудь более спокойным заколеровать умброй какой-нибудь жженый. Ну, вы знаете, эти вот портреты пишут на недописанных. Да. То есть это очень хороший прием. То есть одни плюсы. Ничего нам не стоит вот это вот. Почему вы именно выбрали такой цвет? Нам нужна насыщенность. Данная работа, смотрите, она насыщенная. А вы конкретно по работе? По работе, под задачу, да. Здесь она может даже излишняя насыщенность. Чтобы снять насыщенность такую, капельку белил в эту и работа будет. Так, я вам немножко помазал эти. Да, спасибо. Вообще такие вещи делаются валиком и акриловой краской. Берется валик, акриловая краска берется в ход. И медленно, кажется, если быстро она брызгает. Так, теперь делаем рисунок, вычленяем какой-то вот, делаем динамику. Кладем вот эти все наши цветы, вычленяем пару основных. Вот так вот держится, раз. Делается как бы обрубка контура, не закругляется вот это вот, а немножко обрубаем. Ну, потом еще скруглим, не раз. Да. Желательно делать их все разного размера, немножко разных форм, разных характеров, чтобы не было. Берем такой красно-коричневый цвет, не боимся этой темноты. Там в таком цветке, вот, там достаточно темно. Да, важно, не топчитесь, да, не ищите, не будьте рабом этой натуры. Да. Вот в том-то и дело, что вы должны удовольствие получать от живописи. Если вы привязаны очень жестко будете, это уже начинается работа. Работа такая, ну, скучная такая, она может и доставлять удовольствие, но нет свободы, нет удовольствия. Вы должны, буквально как в это время, особенно в первое время, когда разбрасываешь краску, работа получается. Она как не похожа на то, что есть. А зачем? У нас такой задачи не стоит. Нам нужно... Мы не копируем, а пишем свою. Такой холст требует к себе часа 2, не больше. Вот такая задача. Она сложная. Это будет эффектная. Самое главное, чтобы был эффект. Пока работаем, смотрите, пока здесь ни капельки белил. Да. Самое главное, очень важна вот эта консистенция, то есть должна быть краска достаточно жидкая. Да, ну как сметанка, как питьевой йогурт скорее, даже как кефирка. Да, я тоже поняла, что это... Вот чрезвычайно важна вот эта вот консистенция. Да. Тут можно, краска остается у нас, смело вымазываем куда-то фон, это вот будет объединять работу. Да, я понимаю, что там это классно, когда экспрессия, то есть вот у меня немножко проблема в том, что тоже уходим в детский рисунок. Смотрите, да, вот вы же не готовы к какой-то академической или ботанической живописи, правильно? Не готовы. А на экспрессию, на динамику вы вполне годитесь. И вот это ваше. Вы должны вот войти, поймать вот эту волну и
научиться вот свободно, относительно свободно. Ну, естественно, нужно думать о цвете, чтобы не было ошибок каких-то грубых. Посмотришь на конечную работу, кажется, так сложно. Как же там вот внутрь этого тюльпана попасть, там все прописать, да. Это и кисточка, глиссировал, вот это. Ну, я глиссировал. 40 лет попишите тюльпаны, все будет хорошо, да? Почему же? 20. 10 картин, если у вас уже, я понимаю. Главное вдумчиво, не просто, не переводить холсты, а вдумчиво работать. Да, где тень, где свет. Да, анализировать. И еще чрезвычайно полезно свои работы фотографировать в процессе. Вы не ленитесь через каждых несколько... 5 минут фотографии, 5 минут фотографии. Ну, допустим, у вас получилась неправильная работа, вы не удовлетворены, и вы всегда сможете пролистывать, посмотреть, увидеть ту разбилку, куда вы пошли не в ту сторону. Или разбилка, или заштрихованность, или грязь какая-то на каком-то этапе. И вот только такой анализ ускорит. Вы уже не 3 года будете идти к этой цели, а вдумчиво, глядишь, вы за неделю, за месяц осознаете все свои ошибки. Вот потом туда приходит. На каком этапе темности, да, все Да, уточняются? пока что мы рисуем как бы тени. Вот Вот эти это, подкладочки. да, темные. вот это все, это тень. Здесь нет белил. Мы, как живопись маслом, идет на высветление. То есть мы подкладываем вменяемую тень нужной нам консистенции и тональной нужного тона. И потом идем только на высветление. Желательно идти уже тон только на высветление. Сейчас обобщаем. Сейчас, да, немножко смягчаем. Все теневое, оно не любит жесткости. Ага. Иначе, если допустить, здесь оставить жесткость, и потом в свете будет рябить, работа будет рябить. Вообще желательно, вот, ну, по крайней мере, в моей там, стилистике, чтобы процентов до 70 было работа более-менее смягченная и что-то контрастное. Тогда картина смотрится цельно и так вот убедительно. И даже вот вопрос вот смягчения. Идем от темного к светлому, чтобы мазни не в грязи, да? Работаем по смежным, по похожим оттенкам. Неважно, темное, светлое. Вот если, да, здесь они смежные, то есть вот так поперек не нужно. Ну, здесь, если коричневый попадет в красный, не страшно, или же красного в коричневый, здесь можно. Вот так нельзя. И вот рядом вот эти два. Хотя, ну, есть исключений полно. Вы должны чувствовать жестко грязь. Грязь ваш враг, ваш бич начинающего. И он враг коварный, вы его не замечаете. Он постепенно, потом вы смотрите на следующий Потом день. фон начинаешь вымалевывать, скажем так, Вот оттуда и кисть вытирать постоянно, да? Кисти, да, Я должны пыталась быть тоже, у меня разные кисти. жестко И делать. вообще важная вещь, кисть может быть немножко недомытая. Вот, допустим, вот я зеленая краска. Она вся кисть в зеленой краске. Но я беру, особо не нажимая на кисть, какую-то краску, и когда легко пишешь, вот абсолютный мазок без зелени. без зелени. Ну, это не нужно. А если я надавлю, появится зелень. Вот уже там какая-то зелень. То есть это все с опытом приходит, чувствую. Как бы фон сделаем теплый. Сначала немножко темнее, чем нужно, чтобы можно было потом поработать с ним. Фон штука подчиненная, важнейшая вещь, но все-таки подчиненная. Она не должна по яркости спорить с объектами. Естественно, объекты должны ярче быть, да? Да. Ну, да, и подкладки. И вообще не забывайте, что это цветы, а цветы у нас... А если наоборот белые, то есть наоборот, можно тоже быть темный фон, если белые что-то пишем, пионы, там, тюльпаны, светлые. Да, он должен Наоборот, быть... тоже на контрасте. Да, контрасты приветствуются, это всегда хорошо. У вас, конечно, большой уже опыт, а вот как действительно понять вот эту, скажем так, абстракцию на фоне красиво сделать, это уже по душе Смотрите, пойдет, или да, надо тут тоже думать, чего-то. Не думать, здесь уже чисто на чувство вкуса. Вот оно подсохнет, вот этот темноватый наш фон, и мы с ним начнем работать. Мы уже потом пойдем на высветление, какие-то
сложные оттенки будем и сложный покрой. Вот тут вовсю сыграет ваш вкус. Что вам вся ваша жизненный опыт и эстетика, которую вы взяли за всю жизнь, вот, если почувствуете вот этот прикол, как вот это вот, вы вытянете, кто-то не вытягивает. Ну, пока еще рано, пока все сырое, оно должно немножко испариться. Так, вот смотрите. Темно, Да. насыщенно. Хочу сказать, темно. Да, темно, не бойтесь. А вот это грамотное, ну то есть мы написали как бы тень работы, теневую. И теперь нам будет с чем работать, что мы на внятном, темном, даже кое-где места нам не хватает темноты, мы еще добавлять будем. Вот это, запомните, это состояние грамотной подкладки, грамотного фундамента работы. Вот он должен быть такой, насыщенный и достаточно в меру темный, в меру. Не нужно совсем уже чернить. Но какие-то места должны быть очень темными, что-то насыщенное и звонкое. Смотрите, Ирина, я пойду дальше, пока ничего не делайте. Это фантастика, когда вот из такой подмалевка, потом шедевр получается. Да, потом у нас получится хорошая работа. Вообще. Вот пока тоже без белил, прокладываем какие-то световые места. Делаем что-нибудь интересное с фоном, и только на осветление уже. Нам темноты хватает, работаем на осветление. Как вот так плоско наносим краску, а потом ее как бы подснимаем. Да. Некоторые какие-то удачные такие вот наплывы краски, они могут оставаться. Вполне, да. То же самое можно делать разбавленной краской кистью длинной щетиной. Пробовать какие-то другие оттенки. Чувствуете солнце или свет? Ага. Поскольку здесь ни капли белила нет. Это вот этот колер зеленый. Классно. Капелька белил и совсем не тот эффект. Вот тут немножко белил, уже не так светится. Хотя точно это же краска. Да. А вот это светит. Там матовость какой-то, да? придает? Да, ну он тоже неплохо, тоже белила нужны кое-где. Ну да. Вот намек на Да. верхнюю часть, а наше сознание само дорисовывает нижнюю теневую часть. Тут уже ее нет. Вот я мазнул, и вот только что еще осталось нам чуть-чуть тень проложить на листочек вот сюда, и все, будет полная иллюзия материальности.
Вот это и есть вот такое волшебство живописи, когда простая краска, казалось бы, она какие-то материальные, мы видим в нем что-то материальное. Не более. Раз, оставляем только там, где удачно произведено. Вот здесь удачно, вот, ну, что-то можно оставить, что-то убрать. Вот эти пятнышки останутся? Ну да, то, что... Не пятнышки, это замысел А, художника. нет, ну вот это так останется. Где было? Мы оставляем то, что нам нужно. Вот что-то можно притоптать, да, что-то жестко оставить. А там, где мешает, там, куда попало, там, где не должно этого быть, снимается. Очень легко. В большой степени безответственно. Да, с уверенностью, С уверенностью, с напорчиком, да. да, вот, ну, в хорошей степени, может, и надо. Ну вот в хорошем смысле, что Да. Только так у вас может что-то свежее родиться. А иначе у вас получится унылость, и вот именно переход в которая детскую никому не рисунку, нужна. который- А если вы попробуете, рискнете, раз, Да. раз, и сначала, может, у вас поколыбит этот мазок, там что-то, вот какая-то ваша работка. Ничего, вы привыкнете. Оставить надо. Лучше это оставьте, чем Оставить надо. какой-то будет критик, кто-то критиковать, не слушайте, а лучше в морду дайте и гните свою линию. Найдите то, что вам нравится, и то, что у вас получается, и бейте в одну точку, у вас что-то получится. Спасибо. И посмелее. Так, ну вот эта вот картина не мешает. Что именно? Как бы мы планировали вот грунтовку. Не перебиваете? Абсолютно не мешает. Ладно, Там да? добавили- да, это Ага. же это артефакты такие, Ага. ну вот случайности, которые только украшают. Ты что думаешь? Абсолютно не мешает. Вот этот прозрачный лист хороший. Да. Он как бы и показывает, что это, что мы не пытались ботанической живописью заниматься, что у нас свободный мазок, что мы плевали на условности, Мне на вот это какие. покоряло, вот эта прозрачность всегда. Хотя зеленый лист вроде не прозрачный, Да, ну да. пускай он в нашей системе координат это вполне приемлемо. Вот такой прозрачный лепесток, что-то Может, непрозрачное. подсвечено. Да. Ну что они сверху, Это же у нас может, отсюда, не, может, не, вот не здесь тюльпан, где-то это у нас кусок и как висят. бы, Абстракция какая-то своеобразная. Подожди. ну вот, Ну, ну, центрального прописали, а остальное все там. нет, я к тому, что говорю, не нужно писать тюльпаны в данном Я случае, а не нужно знаю, и писать тут вот это образ вот тюльпанов сильно в каких-то волшебных условиях. Ага. Вот. И тогда все становится на место. И вот Бывает, это что ты становится видишь на край, место, ты и какие-то не там неточности, видишь, пузырьки а он вот эти, что это у нас. как-нибудь Все становится на месте, что это не тюльпаны, Да, это да. новый мир какой-то, другой мир. Мы взяли вот эти цветы из другого мира и нарисовали. Видите, вот такие работы не надоедают. Они будут висеть и всю жизнь вас радовать. Вы будете смотреть, вот в этой сложности будет все время искаться. Был бы фон равномерный, Ну, и еще прописаны академично цветы, было бы, вы посмотрели, ну, красиво, все четко прописано, там, но не было бы недосказанности, и вы бы прочли за пару раз, за несколько взглядов, за несколько, и все. Больше это было как обои. А вот это, такие работы сложные, вы будете снова и снова обращаться из-за того, что они не досказаны до конца. Олег, я вот хотел спросить Да. еще, а закреплять вот это вот чем-то надо картину, лаком там чем-то как? Желательно, да. Она будет гореть еще лучше. Вот когда-то вы
То есть она сейчас яркая, она, когда подсядет краска, она немножко прожухнет, будет чуть-чуть более спокойная тона. Да, но покроется лаком, она будет, краски поднимутся еще более ярко, чем сегодня. А это когда вы это? Смотрите, если у вас обычный лак покровной, то минимум 2 месяца, это самое малое, лучше полгода-год, полгода. Если достанете спрей, можно спокойно через 2 месяца запросто. Только первый слой должен быть тонким слоем, потом это дело подсохнуть, сутки должно быть, и потом уже более таким плотным слоем можно. А какой лак? Акрилостирольный художественный лак, покрывной, причем свежий, такой уже. Он покрывной обязательно для масла или для... Конечно, для масла.